Всем привет, меня зовут Алевтина. И в этом видео я покажу, что получится, если соединить дерево и джинсы. Беру широкие джинсы, ремень от старой сумки, от нее мне понадобятся только карабины, лямки и застежка от старой замшевой сумки, которую я когда-то шила, гвоздики со шляпкой цвет бронза. И самый неожиданный элемент будут боковые деревянные вставки. Чтобы понять, какой формы и какого объема будет сумка, я сделала из бумаги два шаблона. Первый с открывающейся крышкой, она может быть разной глубины. А что касается застежки, она может быть на ремешке, на кнопках или другие вариации. Второй вариант – это открывание сумки как пакет, сверху. Он мне понравился больше, останавливаюсь на нем. Разбираю шаблон и получаю лекало сумки. Использую остаток от мебельного соснового щита 18 мм, который остался от хлебницы. Если кто не видел это видео, подсказка в углу экрана. В идеале бы подошла толщина 12 мм. Должны получиться абсолютно одинаковые детали. Но так как я выпилила не очень ровно, то довожу все это шкуркой. Сначала грубой, а потом более мелкой. Получились вот такие красивые боковые детальки. Осталось их покрыть морилкой. Наношу ее в один слой. Когда морилка просохла, еще раз полирую очень мелкой шкуркой. Покрываю матовым лаком по дереву и откладываю эти боковые детали пока в сторону. Как я сказала ранее, застежку я беру от старой сумки, которую шила раньше. Мне нужно получить абсолютно одинаковые детали. Для этого перечерчиваю контуры и задаю нужную форму. Помощником мне служит клей-момент. Двигаемся дальше и переходим к джинсам. Распарываю их и выкраиваю сначала два прямоугольника. Это лицевые детали сумки. Для подклада сшиваю вместе передние карманы брюк. Отмечаю ширину сумки и черчу припуск 1 см. Сверху пришиваю отдельный кусок ткани. Так я добираю до нужного размера. Таким образом внутри получаются удобные кармашки. Задний карман джинс вырезаю с припуском 1 см и убираю лишнюю ткань. Можно было, конечно, выпороть его и пришить заново, но мне это делать стало лень, и я решила обойтись этим методом. Подгибаю припуск вовнутрь, приутюживаю и пришиваю в линию строчки кармана на вторую часть подклада. Соединяю две детали подклада вместе, приутюживаю шов и делаю отделочную строчку ниткой для джинс подходящего цвета. Также сшиваю лицевые детали сумки и разутюживаю шов. Для того, чтобы сумка меньше изнашивалась, пришиваю замшевую накладку. Прикладываю деталь к деревянным частям. Определяю место застежки и линию для пришивания лямок рюкзака. Да, на этом этапе я решила, что это будет рюкзак. Вырезаю полоску шириной 5 см. И пока ее отвожу в сторонку, вернемся к ней чуть позже. Примеряю лямки посередине и отрезаю немножко под углом, чтобы они лучше сидели на плечах. Делаю ручку из прямоугольника шириной 6 см. Проклеиваю дублерином. Пришиваю, разутюживаю шов и выворачиваю на лицевую сторону. Чтобы ручка была жесткой и хорошо держала форму, вовнутрь вставлю карандаш. Канцелярским ножом отрезаю ширину ручки, предварительно замерив размер. На будущей детали ручки отмечаю середину и ширину карандаша.
Прокладываю отделочную строчку сначала на боковых участках до отмеченных линий. Складываю деталь пополам вдоль и соединяю стороны ручки между собой. Вставляю карандаш и делаю в конце закрепку, чтобы карандаш точно никуда не сдвинулся. Лямки рюкзака приклеиваю на клей-момент и вместе с ручками пришиваю на машинке. Ранее подготовленный отрезок проклеиваю дублерином и пришиваю его к месту крепления лямок и ручки. Вовнутрь вкладываю линейку, она будет служить ребром жесткости. Без нее в местах крепления лямок ткань со временем оттянется и рюкзак потеряет форму. Линейку отрезаю ровно по ширине и вставляю в отверстие. Займемся нижними креплениями лямок. Вырезаю прямоугольник, равный двойной ширине полукольца. Склеиваю на клей-момент и закрепляю отделочной строчкой. Пришиваю их под углом симметрично друг к другу. Для декора я использую иллюстрацию Роба Бейли, в которую я влюблена уже несколько лет, и мне очень хотелось ее куда-нибудь применить. Поэтому я собирала искусственную замшу подходящих цветов, искала в магазинах, у знакомых, так у меня накопилась целая коллекция. Из подходящего куска вырезаю фон с небольшими припусками, чтобы потом можно было хорошо подогнать размер. Чтобы упростить себе задачу, распечатываю 5 одинаковых картинок иллюстрации. Каждую бумажную деталь вырезаю отдельно. Приклеиваю на ткани и аккуратно вырезаю по контуру. Но обратите внимание, что детали, которые будут уходить под другие, вырезаю с припуском. Например, водолазка будет уходить под волосы женщины, горловина под лицевую деталь мужчины. Начинаю нашивать аппликацию. Водолазку мужчины закалываю булавками. Следующие детали закрепляю, но уже не булавками, а использую клей-карандаш. Так деталь точно никуда не съедет. Пришиваю очень близко к краю по всему контуру нитками в цвет. Следующая деталь – теневая часть мужчины. Убираю нижнее бумажное лекало. Мылом обозначаю место пришивания этой детали. Приклеиваю на клей и прошиваю по контуру. Так постепенно собираю всю аппликацию. Получившуюся картину пришиваю двойной строчкой к лицевой части рюкзака и все хорошенько приутюживаю. Соединяю подкладку с лицевой частью и пришиваю по намеченной линии. Натягиваю на деревянные боковые части. Убедившись, что места пришивания застежки никуда не съехало, отрезаю лишнюю ткань. Вставляю переднюю часть застежки и пришиваю. С другой стороны оставляю отверстие для выворачивания. Заднюю деталь застежки пришиваю только к лицевой части рюкзака, а по краям все 3 детали вместе. Аккуратно выворачиваю рюкзак, выметываю косыми стежками. Хорошо расправляя край, делая маленький кантик со стороны подкладки. Приутюживаю утюгом. Основная деталь рюкзака из джинсы плохо держит форму,
а это очень важный момент в конструкции. На помощь идет пластиковая папка для бумаги. Мне понадобилось 3 штуки. Вырезаю их по ширине рюкзака. Сначала 2 папки выравниваю по длине, а третью кладу ровно посередине. Таким образом, дно будет состоять из 3 слоев пластика, а это то, что мне нужно. Закалываю булавками и закрепляю прямой строчкой на машинке. Убираю временные нитки и вставляю пластиковую основу вовнутрь. Здесь очень важно, чтобы пластик был между верхней деталью и внутренними припусками. Так лицевая сторона будет ровная. По контуру рюкзака закрепляю пластик булавками, чтобы он не скользил при прошивании отделочной строчки. Отверстие, через которое выворачивала, заклеиваю на клей-момент и пришиваю потайным стежком. Получилась монолитная плотная деталь рюкзака. Осталось только собрать с боковыми деталями. Застегиваю застежку, вставляю деревянные вставки. Делаю контрольные засечки и перевожу их с одной детали на другую. Используя клеевой пистолет, не торопясь и аккуратно соединяю детали рюкзака по засечкам. Для красоты и большей надежности дополнительно закрепляю декоративными бронзовыми гвоздиками. И осталось самое последнее – это крепление лямок. Из джинсы выкраиваю детали и сшиваю их между собой, оставляя отверстия. Вовнутрь вставляю пластиковую деталь, для того, чтобы лямка служила дольше. Вставляю лямку вовнутрь, там, где было отверстие. Надеваю карабин, приклеиваю и прошиваю по контуру. Лямки готовы, и осталось только зацепить их на место. Результатом я очень довольна. Получилась не только красивая сумка, но еще и очень удобный рюкзак. Вместо аппликации можно оставить джинсовую ткань. Или нашить карманы, нашивки, сделать вышивку и все, что позволит ваша фантазия. Если вам эта идея понравилась, не забывайте ставить лайк и подписывайтесь на мой канал. На этом я с вами прощаюсь, до новых встреч!